Всем привет, друзья, и добро пожаловать в одно из самых удивительных мест в мире, в Чернобыльскую зону отчуждения. Ни одна официальная экскурсия не позволит вам почувствовать эту особенную, ни с чем не сравнимую атмосферу мертвой, но в то же время живой земли. Ни одно видео и фото не позволит вам почувствовать эмоции, которые дарит зона именно в нелегальном походе. В этом и последующих видео я постараюсь хотя бы немножко передать вам атмосферу настоящего сталкерского похода и показать, как проходит поход настоящих сталкеров. Приехав к нужному человеку неподалеку от периметра зоны, мы перегрузили рюкзаки, помацали местного кота и выдвинулись в сторону места заброса. Остановившись в километре от КПП, мы направились к колючке. Сразу за ней часто бывают засады правоохранителей, поэтому в этом моменте нужно быть особенно внимательным, а лучше минут 10 постоять и послушать. Благополучно перейдя периметр, мы направились вглубь зоны в сторону протокольного моста, который назвали так из-за того, что на нем часто устраивают засады и ловят сталкеров. Ведь не считая перехода реки Уж вброд, мост — это единственный путь вглубь зоны с этого направления. А учитывая, что после зимы и дождливой весны уровень воды в реке сильно поднялся, то перейти вброд сейчас ее невозможно, только переплывать. Поэтому у нас был один путь. Мост мы благополучно перешли. Кстати, за ночной переход мы встретили аж две группы сталкеров. Картинка, которую вы сейчас видите, снята в инфракрасном спектре. То есть в реальности мы шли в полной темноте, а на видео свет инфракрасного фонарика. Такого эффекта удалось добиться благодаря замене стандартного объектива старой GoPro на тот, который воспринимает инфракрасный свет. Наша цель была за первый переход дойти до села Залесье, но долгая дорога, сутки без сна и тяжелые рюкзаки вымотали нас, и до Залесья мы немного не дошли. Надо навести на красоту, потом делать подъем. Ну типа, что все вкрадни. О, це тут без чеснока. З цієї сторони з чесночком, по-моєму, даже. Воно получилось просто охуенно. А? Мало. Все-таки надо запатентировать спирт с конфетой. Друзья, пришло время представить нашу команду в этом походе. Нас в этот раз всего лишь трое. Почему, расскажу позже. Но участников вы прекрасно знаете. Это Саня Гагарин, кто смотрел прошлый поход. И, конечно же, Бобер.
Бобер, помахай. Тоже Саня. И у тебя сегодня будет прекрасная возможность быть между двумя Сашами. Такой Саша-бургер будет. Котлетка ты наша. Чего я за рюмочки? Потому что культура питья должна быть даже в зоне. Мы ж не алкаши вот это с горла фугарить. Правда, вчера про нас такое не сказали бы. Ну да. Блин, это четко и удобно. Заброс у нас оказался тяжеленьким. Во-первых, потому что вес рюкзаков оказался, как мы не пытались сэкономить за счет схрона, за счет того, что взяли меньше еды. Рюкзаки килограмм по 25 получились. Мы прошли протокольный, но до Залесья не дошли. Решили остановиться в лесу. И, как показала практика, это был хороший выбор. Отлично поспали, отлично отдохнули. Сейчас отошли подальше, потому что много машин ездило. Позавтракаем и потихонечку будем думать, как будем двигаться дальше. У нас на самом деле в этот раз сложный, интересный и нестандартный маршрут. Мы хотим зайти в город Чернобыль, посмотреть там некоторые объекты, такие как кладбище кораблей, судоремонтный завод, заброшенный цементный завод, а потом пойти по секретной тропе на третью очередь. Будем надеяться, что план удастся реализовать. Мы проходим возле какого-то предприятия, которое вы несколько минут назад видели с дрона. Но дело в том, что предприятие это рабочее. Сегодня, несмотря на то, что суббота 1 мая, там может сидеть какой-то сторож. Если мы заломимся туда полазить, он может вызвать ментов. И наш поход закончится. Мы не хотим, чтобы он на этом заканчивался. У нас еще много мест по маршруту, поэтому скорее всего не будем туда заходить. Еще один плюс нестандартных маршрутов, то что мы можем наткнуться на какие-то интересные и небаянные места. И вот яркий пример. Лестница, и судя по этой горе, здесь то ли какой-то бункер, то ли, скорее всего, закопанное какое-то предприятие или какой-то законсервированный объект. Нихуя, это обычный часы. А может и нет. Так. Что ты, бобрый, говоришь? Вырежется обычный очистник. Ага. Понятно. Ну, тем не менее, все равно всегда интересно посмотреть на какие-то объекты, которых в Чернобыле еще не видел, которые не совсем баянные. Вот идешь такой по лесу, да? И тут неожиданно свалка автомобилей. Сейчас пойдем посмотрим аккуратненько. Рядом предприятие, поэтому сильно шуметь не будем. Большие водонапорные башни виднеются за деревьями.
выйду на полянку, покажу башню водонапорные. А стоп, непонятно чего. Я пытаюсь передвигаться тихо, но сухие листья сильно шумят под ногами. Вот предприятие. А вот смотрите, какие здоровые водонапорные башни. Вот. Видно, да? Сейчас попробую приблизить немножко. Вот. Немножко стрёмно к ним идти. Непонятно, что там. Они, скорее всего, находятся на территории самого предприятия. Ладненько. Мы нашли вроде бы, где воду набрать. Сейчас идем. А то у нас воды не осталось. Сушняк давит. Капец. Сталкерская жизнь. Чай. Да, мы пьем чай сейчас дефицит. Это у нас наш последний чай, поэтому мы его пьем рюмочками. С бергамотом. Еще шоколадку что не достал, секунду. Посидели, бутылочку коньяка приговорили, а теперь как раз вечереет, самое время пойти погулять по домам села Залесье, а после выдвигаться в сторону Чернобыля. Водичкой загрузились, и теперь как будто после заброса. Заборчик такой прикольный. Тут потолок уже, конечно, опасненький. Это, наверное, здесь у людей, смотри, была комнатка. Вот здесь комнатка была. Правильно? Здесь печурка. На этой печурке, блин, мне кажется, здесь кто-то спал. А может еще кто-то кого-то... Это другое. Вот это, наверное, блин, была вообще самая типа тепленькая комнатка. Или, мне кажется, даже типа кухонка. Вот тут вот. Такое, ну так, печурка посерединке стоит. Идем дальше. Гвозди, смотри, аккуратно гвозди торчат. Вот это по факту это кухня-студия, да. Да. Кухня-студия и одна комната. Вот быт. Сельчан, Припяти. Кухня-студия и комнатка. Наверное, такую среднюю семейку какую-то там. 3-4 человека. Это какой-то сарай типа, да, было? Ну типа да. Ну да, здесь скорее всего куры были. Точно, да, смотри. Здесь почти 100% куры были. Блин, мне кажется, какой-то больше даже свинарник. Ну, какие-то животные 100% тут тусовались. Угу. То есть вот домик основной, да, и рядышком хозяйство. Вот тебе погреб, смотри, ну типа сарай. Не, это не погреб, это просто типа какая-то херня. Ох, смотри, какой дом большой. Смотри, какой дом белый большой. Будет. Я не удивлюсь, если это сталкерская статуя. Посмотри на сохран. Есть стопы.
никто не ходит. Нет. Такая избушка, допустим, прикольная. Сохран вообще Идеально. Для сталкерской хаты идеальное место. можем, кстати, себе поставить метку на карте, как знаешь. Ну, пока еще вовнутрь не зашли, не знаем, но, возможно, дать перевалы. Да, Согласен? здесь листья шумят жесть, конечно. Нихуя. Смотри, вон лестница их наверх. Мы еще чердак не видели. Бобрик. При желании есть место, где упасть. Да? Угу. Кроватка есть. Интересное самое. Батарея из домик с отоплением. Ну, типа не центральным, но батареей. То есть не печкой топились, а батареями. Батарея, Детская кроватка. Ну, в принципе, да. Блин, дом, конечно, по тем меркам мега крутой. Я говорю, посмотри, при желании на 4 человека завалиться здесь чуть-чуть. Да. Раз разгребсти. Легко. То есть мы понимаем, чтобы залезть, в принципе, 4-5 человек можем разместиться. Да. Тем более тропы такие нехоженые. Ну да. А вон еще комнатка, смотри. Оп. Тоже можно разместиться. Вчетвером спокойно. Украинская литература, 6 класс, смотри. Какой год, интересно. УССР. Печать стоит 1900 какой-то. Залесская средняя школа. Ну, прикольно, Залесская школа. Да, Залесская, видишь? 85-й год. Слушай, а может это здание школы? Смотри, 85-й год. Угу. За год до происшествия. Совсем чуть. Видишь? Я говорю, может это здание Причем 85-й школы, год, на самом деле, да. потому что по сравнению с остальными домами, как бы здание такое большое, крутое, может это школа действительно была? Типа класс на 5-10. Ну да, всего же все-таки. Детская лыжа? Ты? Да. Прикольно, что-то мы не увидели сразу, когда зашли. Хороший артефакт. Кстати, да. Спорт. Спорт. Правда такая. Походу это из какой-то фанеры, смотри, сделана. Резинка гвоздями прибита. Просто из проволоки. Походу были спартанские условия тогда. Ну реально. Дети Спарты. Это реально был чей-то гараж. Целый гараж в то время, да, это Кстати, была я роскошь. подозреваю, что там над потолком что-то есть. Друзья, знаете, что интересно, что всех этих домов, которые вот мы только что посмотрели, их нет на спутниковой карте. То есть вот мы когда составляли маршрут, смотрели спутник, мы даже не знали, что вообще здесь есть дома. Такси вызывали до Чернобыля? Да. Тачка, приложение работает? Быстрее, пожалуйста. Попытка номер 2. Давай в обратную сторону. На бобра. Тихо, тихо, стой. Все, поехали. На самом деле, чтобы посмотреть все Залесье, уйдет минимум несколько дней. А так как у нас есть всего несколько часов, прогуляемся. Опа, тихо. Машина. Машина рядом, там, где мы только что были.
Менты. Синие номера. Менты, блядь. Семерка, не бежи. Тихо. Ну, они не должны были нас увидеть. Ебать, мы вовремя оттуда ушли, пиздец. Чувак, это была Жига семерка на синих номерах. То есть то, Это что не Жига, это иномарка была синяя. Жига. Это Жига семерка на синих номерах. Это 100% ментовская машина. Ох, мы вовремя ушли. Буквально минуту, если бы на минуту мы бы там бы задержались, мы могли не успеть просто спрятаться, потому что там чистое поле. Жесть. Причем топили нормально так. Нихуя себе топили. Это, скорее всего, был плановый въезд, да, Бог? Ну, вариант, да. Либо мы где-то спалились. Ну, могли спалиться, конечно. То, что машина... Короче, нас пока что пронесло. Будем надеяться, что зона, как говорится, нас бережет. Идем дальше. И то мы немножко расслабились. Надо поменьше шуметь. Скважина должна быть. Была. Смотри, крестовина, кстати. Нет, это даже, наверное, не скважина. Это крестовина от кардана какая-то. Возможно, это было что-то типа... Хотя, да, возможно, это был рычаг скважины. Вот, качал. И крестовина, сука, все еще работает. Угу. Просто. Крестовина кардана, походу, это шеховская какая-то. Выверка. А вот тебе был птичный какой-то, курятник там. Ну, какая-то вот живность пернатая здесь была. Такие, ну это кто-то бил чем-то. Типа кто-то может сказать, типа пулевые. Все хуйня, пулевая прошла бы насквозь, а там не насквозь, нет прошития. Кто это? Какой-то дурачок камнями бил. Ну это да, тоже какой-то курятник, то есть животных здесь содержим. До сих пор очень круто. Кстати, там, по-моему, да, этот дом в плохом состоянии, там крыша обвалилась, по-моему. Да. Угу. Посмотри, раз пристройка, два, три пристройка. То есть это реально был дом и диван. Так, давай, ну, по тем временам кожзам это дермантин. Наталья кожа. Это посмотри, это прям круто. Прям круто-круто. Что у нас тут есть? У меня похожая штука куда-то была на велосипеде. Угу. У меня тоже. Велосипед. Ну, это с зеркальцем, это, наверное, что-то типа женской косметички было в те времена. Портвейн. Угу. Портвейн Таврида. 17%. Годик УССР. То есть это еще тех времен. И есть какие-то остатки, походу, медикаментов. Раствор. Какой-то раствор. Это прочитать сложно. Думаю, уже можем здесь видеть, в каком году было заселение этого дома. Потому что если мы посмотрим сюда, то на дверях вот четко видим 1982. 82 год. За год до моего дня рождения. Ну, за моего рождения. То есть, в принципе, за 4 года до ну, не глобального, но для этих людей до глобального пиздеца. 82 год. Смотри, кто-то же заморочился. Угу. Выбивал. Тише, тише. Шумишь, сильно шумишь. Сильно шумишь.
Если менты рядом будут проезжать, они услышат. Даже батареи остались. Даже батареи? Ну-ка. Теплообменник остался. Да, там, конечно, так себе состояние, но реально даже батарея осталась. Посмотри на масштабы этого дома. Одна комната, вторая, третья, четвертая, прихожая, куча строений. То есть это реально был дом людей, которые могли себе позволить что-то. Лежим в траве. Короче, начали идти за рюкзаками. Машина синяя, Жигуль ментов. Вернулся. Сейчас стоит метрах в 100 от нас. Там, где мы по домам ходили. Походу, либо мы спалились, либо у них какая-то плановая здесь проверка. Короче, лежим, ждем. Короче, мы где-то час лежали в кустах. Синий Жигуль ментовский 3 раза проезжал туда-сюда. С него выходили люди, судя по всему, ходили по домам. Походу искали нас. Не знаю, где мы спалились. Может быть дроном, может еще где-то. А может все-таки и не нас искали. Но факт в том, что мы сейчас ебаными чигирями пытаемся отсюда уйти подальше. Сань, думаешь, мы спалились, нас искали? Ну, 100% уверен. Скорее всего, возле этого предприятия спалились. Дрона, думаешь, Нет, не дрона. Там, где мы выходили, мы, видно, сильно шумно выходили. Потому что, ну, какого хера, блин, машина 3 раза заезжала и 3 раза высаживались, там мы патрулировали. 100% спалились. Ну, съебались. Главное, что ушли. Да. Но мы их напрягли чуть-чуть. Нам теперь нужно дождаться сумерек. И мы отправляемся в ночной переход в сторону Чернобыля и кладбища кораблей. Немногие там были, поэтому мы хотим туда попасть и также посмотреть некоторые другие объекты. Так что скоро, думаю, переключусь на ночную камеру. Я думаю, надо снять видосик про обувь. И компания Лова выставить бабосик за рекламу. Компания Лова, скажи, go to Бенимоза. Ну, Ловы, конечно, хороши, они себя хорошо зарекомендовали, но у них, я бы не сказал, что одни плюсы. Минусов достаточно тоже. Не знаю, я вижу только плюсы. И кроме я ценника, и да? в Белевилях ходил, Я, и кстати, в Хайсах, и еще до хера натовских, ну, именно американских. Мені Менделі понравилися. Жесткие. Да. Жесткие, Мендели жесткие. У мене вийшло, я взяв Мендели более горные идут, а вот Лова именно топчик. Я Для туризма топчик. Менделі, блін, ну вони в мене на розмір, на піврозміра менше, блін. Ну, жорсткі, ну піпець. Ну я пройшов, і в мене тільки пару мозолей було маленьких. Но это более горники. Мендели Да. это горные. Ну я йшов в пустинках, і через 40 минут заброс я попав, блядь, по коліна, блядь, в болото. В итоге я, короче, тиждень йшов в мокрих. Нет. Я в Ассолах ходил. Меррелл вообще отсасывает. Меррелл это чисто такая для меня городская обувь. В Ассолике, в Скарпах ходил. Я скарпу хочу попробувати. В Скарпах, в Соломонах. Соломон вообще это такое, это типа Меррелл. Ну вот, по крайней мере, Лова выигрывает вот у всех. То есть круче Ловы я пока еще не нашел. Я хочу еще с Белевилями военными сравнить, но они, сука, жесткие. Ну, я собі Белевілі заказав з Штатів. І, коротше, це все чітко по розмірах, а вони приходять, блядь, сука, на так ось і більше. Ну і в итоге я їх, блядь, навіть не вийшло у мене попробувати з них походити. Тестируем тепловизор.
бобра. Вот такая вот штучка подключается к телефону. Гагарин ушел в поле. И смотрим, как его видно. Как видно бобер? Ні, кстати, шикарно його видно. Якщо зараз от стовпа одійде, його буде чітко буде видно. Бля, красиво. Ну, Гагарин, бачиш, коли стовпа топчеться? Угу. Смотрите следующие серии. Что? Еще раз. О, Да нет, так я больше не смогу. да давай. Такие впечатления, но это охуенно. Почему мы здесь не ночевали? Ребятки, ну тут лайк должен быть просто. Я так понимаю, это чтобы сплавлять корабли на воду. Вот, кстати, рельсы, по которым, видимо, когда спускались сюда на воду. А вот это вот не выглядит прямо сильно заброшенным. Мангальчик. Возможно, тут местные жители жарят шашлычки и так далее. Вот это точно рабочее предприятие. Сквозь заросли, болото, рабочее предприятие и голоса мы все-таки сюда дошли. Друзья, в Чернобыле много есть крутых локаций, помимо Припяти. А всех почему-то манит только Припять.